тех пор, как я начал увлекаться рыбалкой в своем, так сказать, взрослом возрасте, я в основном ловил на фидер, оставив поплавочную снасть где-то позади в детстве, когда мы ловили карасиков на торфяных карьерах. И недавно мне захотелось снова попробовать половить на эту снасть. Ощутить этот восторг, когда рыба топит поплавок или уводит его в сторону. У меня есть 7-метровая маховая удочка, которую я купил на скидках уже пару лет назад, но так и не собрался половить на нее. Ну, значит, сейчас настало время оснастить ее и проверить, получится ли у меня что-то поймать. Посмотрев в интернете, как сейчас ловят на поплавок, я принялся за сборку снасти. Первым делом мне нужно было выбрать поплавок. В магазине мне сразу предложили поплавок с маленькой тонкой антенкой, который, вероятно, будет показывать даже очень осторожные поклевки рыбы. Но зрение у меня уже не такое острое, как в школьные годы. Спасибо за это компу и смартфону. Поэтому я решил выбрать наиболее заметный поплавок с относительно толстой антенкой и крупной каплей на конце, чтобы как можно меньше напрягать зрение, глядя на него с 10 метров. Возможно, он будет менее чувствительный к поклевкам, но ведь я еду на рыбалку в первую очередь ради удовольствия, поэтому комфортно видеть поплавок здесь для меня будет важнее. Основную леску я выбрал 0,2 мм, одел на нее силиконовый стопор, затем скользящий поплавок и затем еще один стопор. Таким образом, поплавок будет свободно скользить по леске между этими ограничительными стопорами. Далее я на леске распределил 5 грузиков общим весом 2,3 грамма и 6 подпасок 0,2 грамма. В общем получилось 2,5 грамма. Поплавок огрузился таким образом, что когда все грузики висят в толще воды, то над водой виднеется красная капля и желтая секция антенны. А когда подпасок ложится на дно, то над водой виднеется красная капля, желтая секция и следующая красная секция. Это и будет его основное положение, когда наживка и подпасок лежат на дне. Далее петлей в петлю привязал поводок на 0,12 леске с небольшим крючком. Готово. Собрал 2 таких снасти, чтобы рыбалка для меня не закончилась, если с одной снастью что-то случится. Если у вас есть какие-то замечания или советы, как улучшить снасть, то пишите, пожалуйста, в комментариях, пообщаемся. Выбор водоема пал на реку Вяча, ее еще называют Секретная речка. Это популярное место у поплавочников и спиннингистов находится недалеко от Минска, и можно подъехать на машине прямо к месту ловли, что очень удобно. И значит, сегодня буду сидеть в кресле. Когда начал раскладываться на берегу, сразу же столкнулся с трудностью. Стойка для удочки совсем не хотела втыкаться в землю. Оказалось, что в грунте очень много гравия, и он не дает воткнуться стойке глубже 5 сантиметров. Да, тренога тут была бы кстати. Я уже давно задумывался о покупке недорогой треноги, и похоже, что пришло время ей обзавестись. Ну ладно, кое-как удалось воткнуть стойку с 10-й попытки, чтобы она хоть как-то могла держать удочку. Разложил удочку, закинул и подобрал глубину снасти так, чтобы подпасок с наживкой лежал на дне. Затем накатал шаров из прикормки и просто начал кидать их как можно ближе к поплавку. Из наживок у меня опарыш и мотыль. Все, осталось расположиться поудобнее в кресле и ждать тех самых захватывающих поклевок на поплавок. А пока есть время перекусить салатиком оливье, который мне с собой положила жена, и сварить кофе. А ветер мне дает понять, что спокойно половить у меня не получится. Когда ветра нет, то смотреть на спокойный поплавок, конечно, приносит много удовольствия. Особенно, когда еще есть и поклевки. А ветер его постоянно пытается снести в сторону и создает рябь на воде, которая мешает увидеть небольшие поклевки. Но приходится мириться с тем, что есть. А вот и долгожданная поклевка. Поплавок погружается под воду, и я, не ждя ни секунды, подсекаю и тяну рыбу на берег. Это небольшая плотва. Я очень рад, что ушел от нуля, но уже понятно, что сегодня какого-то улова не будет. Поэтому не хочу мариновать рыбу в садке и сразу выпускаю ее обратно на волю. За кадром я словил еще 2 плотвы, а также несколько ершей с мизинец на мотыля. Вот такой, если так можно выразиться, улов этого дня. Ловить на поплавочную снасть мне понравилось. Эта рыбалка напомнила мне о времени в детстве, когда мы с палкой орешника и поплавком из гусиного пера искали рыбу чуть ли не в каждой луже и ловили маленьких карасиков на простой батон. В принципе, результатом я доволен. Да, уловом особо похвастаться не могу, но я рад, что вообще что-то поймал на новую снасть и на незнакомом месте. Для меня это уже результат. Я уверен, дальше будет больше, поэтому подпишись, чтобы не пропустить. К тому же, день все равно казался невероятно насыщенным и радостным, ведь настоящая ценность такого выезда – это не только пойманная рыба, но и время, проведенное в приятной атмосфере и за любимым увлечением. На мой взгляд, отдых на природе – это одно из лучшего, что мы можем себе подарить, особенно осенью, когда природа дарит нам пейзажи в таких ярких красках.
Едешь на рыбалку и не можешь перестать удивляться красоте деревьев в осеннем лесу. Это какое-то искусство, шедевры от самой природы, ради которых хочется остановиться и насладиться видом. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Пожалуйста, оставляйте комментарии о том, что вам понравилось, а также, что не понравилось в этом видео. Так вы можете дать мне знать, как я могу сделать мои следующие видео лучше. Большое спасибо всем, кто посмотрел и оставил слова поддержки или конструктивную критику в комментариях под моим первым видео. Это очень приятно. Спасибо, что ставите лайки и подписываетесь. До следующих видео.